предстоит еще, так сказать, большой путь, чтобы сделать реально, чтобы превратить, значит, и Общественную палату, и Общественные советы при министерствах в реальные и эффективные инструменты гражданского контроля. Но, так сказать, само включение обеих этих тем, значит, функционирование обеих этих структур в повестку дня кандидата в президенты Владимира Путина, в статью, которая посвящена развитию политической системы и демократии в России, уже, так сказать, о многом свидетельствует. С моей точки зрения, вообще сегодня возможны три основных пути развития политической системы в России. Первый путь – это путь неконтролируемых изменений, и он как раз связан с митинговой активностью. Когда речь идет о том, что сначала нужно, значит, заявить общественную инициативу какую-то, потом собрать митинг, потом шествие, вот как раз в финале, да, или, так сказать, на самом важном этапе этого движения непонятно, так сказать, что произойдет. И те сценарии, которые мы наблюдаем у очень многих, так сказать, участников игры политической, вот, эти сценарии, собственно, не содержат ни ясных призывов для участников движения, не определяют конкретную конфигурацию того, что будет создано в его результате. Митинговая активность вряд ли, во всяком случае, в ближайшей перспективе будет способствовать реальному реформированию политической системы в интересах общества. Да, она способна привлечь внимание граждан к определенным, так сказать, болевым точкам. Да, она способна консолидировать граждан вокруг, так сказать, различных тем, связанных с недовольством властью, с протестным движением. Собственно, часть этой митинговой активности, да, то, что, так сказать, называется синдромом Болотной и так далее, это, собственно, и есть протестное движение. Я, кстати, думаю, что при том, что власть теперь не уступает, как минимум, да, улице в, значит, активности, интенсивности протеста, я, кстати, не думаю, что и из митинга на Поклонной горе может вырасти что-то, так сказать, какая-то позитивная общественная инициатива или произойти реальная реформа политической системы. Все-таки это антиоранжистский митинг, это тоже агрессия другого рода. Так что, с моей точки зрения, митинговая активность, она не способствует ни реальной реформе политической системы, которая бы усилила представительство граждан, ни развитию институтов гражданского общества и системы гражданского контроля. Второй вариант, который тоже возможен, второй вариант развития политической системы и реформирования демократии, который возможен и который пытаются осуществлять, можно назвать вариантом верхушечных изменений. Мы много наблюдали, значит, такого рода действий. Власть, предлагая изменения от собственного имени, внося целый пакет реформ и осуществляя даже их, действует иногда вполне последовательно. Такова, так сказать, вот логика действий, допустим, президента Медведева, который предлагал в своих посланиях, да, определенные пакеты политических реформ, а последний этот пакет был достаточно радикальным, вот в декабре. Но совершенно ясно, что эти пакеты, они, так сказать, вносятся властью инициативно, и процедура широкого, так сказать, общественного обсуждения задействуется далеко не всегда. Власть выступает, как часто она у нас выступает, это комплимент на самом деле, да, как единственный европеец, который, известная формула, да, который знает как,
который знает что, который знает когда и так далее. Третий путь – это развитие институтов гражданского общества, механизмов гражданского контроля и формирование общественного запроса на реформирование властных институтов, вообще на существо политической системы и представительной системы снизу от, так сказать, конкретных институтов гражданского общества. Тот механизм развития политической системы, развития нашей демократии, который предлагает «Остальная Россия», и который, с моей точки зрения, был поддержан в его последней статье Владимиром Путиным, я бы назвал земским. Это путь, который учитывает низовые потребности граждан, потребности гражданских сообществ, комитетов политического и гражданского действия, потребительских, коммуналистских организаций, всех тех, кому есть что сказать, в том числе, кому есть что сказать всем тем, кто высказывает критические оценки деятельности власти. Когда-то в XIX веке лидеры земского движения русского говорили, что нужно достроить здание. Что они имели в виду? Огромное земское движение охватывало всю Россию. И там было очень многое. Там были институты представительства, и строительство школ и больниц, и, так сказать, отражение самых различных интересов, самых различных слоев российского общества. Они требовали достроить здания, они требовали парламента, они требовали представительства так сказать, на имперском уровне. Сегодня при всех вопросах, при всех проблемах политическая система в центре развивается, и так сказать, демократия у нас есть. Вопросы заключается в том, насколько она развитая, насколько она соответствует тем или иным образцам, насколько она соответствует исторической традиции России и так далее. Но она сложилась. Проблема существует в том, что политическая система, ядро политической системы, в центре не опирается на гражданские институты. И на институты гражданского общества. Институты гражданского общества, они носят либо неформализованный и, так сказать, иногда и конфликтующий с властью, не имеющий ресурсов, характер, либо формализованный слишком. И в этом смысле и мы вставим этот вопрос, и Путин, конечно, совершенно прав. То, как формируется общественная палата и общественные советы при министерствах, это, так сказать, совершенно недопустимо. Они должны отражать, они должны быть инструментами влияния общества на власть, а не инструментами трансляции позиции власти в отношении различных общественных групп. Эта земская модель сегодня, что она может означать? Достроить это самое здание внизу, создать возможность для граждан влиять на власть и влиять на принимаемые решения в режиме онлайн, постоянно. Влиять с помощью общественных институтов и институтов гражданского контроля. Влиять с помощью контроля над муниципалитетами, которые должны получить и большие ресурсы, и большие полномочия. Влиять с помощью каждодневной гражданской активности. И я уверен, что в движении «Остальная Россия» есть, так сказать, ростки этой активности, есть организации, которые могут потенциально и реально сегодня осуществлять такое влияние. Когда власть говорит о создании дружественного интерфейса в отношении граждан, она, так сказать, вот этот дружественный интерфейс в отношении граждан, о котором говорит власть, это не однонаправленная система.
В нем должны быть институты гражданского общества, которые позволяют, собственно, власти осуществлять коммуникацию с обществом. Вот. Ну и последнее замечание. Я убежден в том, что вот эта модель, ее можно называть по-разному, земская, демократия малых дел, демократия гражданского контроля, демократия непосредственного представительства, демократия участия. Она, во-первых, является оптимальной, это несомненно. Во-вторых, она позволяет реально создать механизмы диалога. И, в-третьих, это та модель, вокруг которой возможен максимально широкий общественный консенсус. Ну, давайте подумаем, если по поводу регистрации, допустим, политических партий с числом, значит, членов в 500 человек идет напряженная дискуссия, и вряд ли этот законопроект будет принят в этой редакции. Вот. Если существует целый ряд других очень жестко дискуссионных инициатив, да, то развитие институтов гражданского общества и общественного контроля – это тема широкого общественного консенсуса. Если дать полномочия, реальные полномочия Общественной палате, если радикально реформировать значит, институты, общественные советы при министерствах и институты ведомственного контроля, если, наконец, создать возможности для непосредственного влияния на, так сказать, власть на местах, на власть в широком определении, на муниципалитеты, на представительную власть и так далее. Я думаю, что вся система, да, вот, если так будет функционировать система, значит, взаимодействия, система влияния общества и система общественного контроля, гражданского контроля, тогда, так сказать, у этой системы есть реальная перспектива.